свадебный стилист, очень рада видеть тебя на своем канале. Сегодня я покажу тебе одну из самых крутых и востребованных коммерческих причесок – низкий текстурный пучок на основе плетения. На создание этой прически меня вдохновили мои любимые стилисты из Artful Studio, в частности Надежда Гербер и, конечно же, гуру причесок Георгий Кот. Хочу познакомить вас с укладочными средствами, которые я использовала в прическе. Это профессиональный лак Capus Studio, воск-спрей Кионе и пудра для волос фирмы Estelle. Также нам понадобится большое количество шпилек, невидимок, расческа, зажимы, бублик и резинка для волос. У меня манекен с натуральными волосами, изначально волосы я прогофрировала. На теменной зоне выделяю треугольник. Остальные волосы я пока закрепляю при помощи резинки. Итак, начинаю работать с теменной зоной, выделенной в форме треугольника. Беру пудру Estelle и сыплю ее на корни волос. Пудра нужна для того, чтобы придать волосам дополнительный объем. Она не склеивает волосы и хорошо распределяется. Также на обработанной пудрой волосы очень хорошо делать начес. Горизонтальным пробором выделяю прядь волос, примерно шириной 1 см, и начинаю тупировать волосы у корня. Тупировка – это легкий начес, который выполняется только с внутренней стороны пряди. Отступая от корней волос примерно на 2 см, я начинаю их тупировать и фиксирую корень лаком. Беру следующую прядку и присоединяю ее к ранее начесанной пряди и снова тупирую. Таким образом я тупирую всю теменную зону, которую я выделила в форме треугольника. Немного вычищаю волосы изнутри от пушковых волос и сглаживаю волосы снаружи. Скручиваю волосы в легкий жгут и закрепляю их при помощи невидимки на макушке. Теперь переходим к формированию текстуры. При помощи пальцев рук и воска-спрея я делаю вот такие вот ребрышки, ставлю туда шпильку. Шпилька помогает хорошо зафиксировать текстуру. Таким образом я буду прорабатывать полностью всю теменную зону. При помощи пальцев рук я делаю достаточно глубокие ребрышки и ставлю туда шпильки. И постоянно работаю воском-спреем. Чем мне нравится этот воск-спрей? Он позволяет легко выделять пряди, подчеркивая их четкость. А также не склеивает и не утяжеляет волосы. И вот что у нас получилось у лицевой части. На макушке и затылочной части я буду формировать плетение в виде косы. Для этого я беру прядку с правой и левой стороны, хорошо их счесываю, фиксирую лаком. Пряди скручиваю между собой в легкий жгут и начинаю формировать текстуру. Вытягиваю ребрышки. Работать стараемся чисто и аккуратно, постоянно используя воск-спрей. Если у вас нет воска-спрея, можно использовать обычный профессиональный лак, либо жидкий лак. Прядки должны быть примерно одинаковые и располагаться на одном расстоянии друг от друга. Обязательно фиксируйте их при помощи шпилек. Еще раз хочу напомнить, что скручивать прядочки между собой нужно не туго, для того, чтобы вам потом проще было доставать волосы для формирования текстуры. Самое главное, когда вы выполняете такую сложную работу, не нужно торопиться. Конечно же, эта работа занимает немало времени, все будет зависеть от длины и густоты волос. Но поверьте, результат превзойдет все ожидания. Решила вам показать, что у нас уже получилось. Далее я беру прядь с правой стороны, фиксирую лаком, прочесываю расческой. Прядка должна быть гладкой.
скручиваю в легкий жгут и начинаю формировать текстуру. Левой рукой я держу прядь, а правой я ставлю шпильки. Чтобы прядки получились ровными и аккуратными, я постоянно их выглаживаю при помощи пальцев рук и также фиксирую лаком. Закрепляю прядь при помощи невидимки. Беру прядку с левой стороны, фиксирую ее лаком, скручиваю в легкий жгут и начинаю формировать текстуру. Мне очень нравятся текстурные прически, и, конечно же, если вы хотите, чтобы у вас они получались, мало посмотреть один раз видео, нужно просто тренироваться, звать модели и либо отрабатывать на голове манекене. Мода на текстурные прически пришла не так давно. Если помните, то раньше были в моде более гладкие, аккуратные прически, но времена меняются. Сейчас популярны воздушные, объемные прически, небрежные. Конечно же, если создавать текстурную прическу, требуется намного больше времени. Также, прежде чем создать прическу, сейчас гофрируют волосы. И это большой плюс, потому что намного легче создать красивую прическу на гофрированных волосах, которые более послушные. Вот такая текстурная коса у нас получается, и здесь я дорабатываю уже последнюю прядку. Перехожу к боковой зоне, сыплю немного пудры на корни волос, прочесываю расческой, немножко тупирую корень, фиксирую лаком. Обрабатываю воском спреем прядь и снова прочесываю расческой. Волосы должны быть гладкими. Начинаю скручивать прядку в жгут с подхватом только с одной стороны. Формирую текстуру, вытаскиваю прядки. Стараюсь делать прядочки равномерными, вставляю туда шпильки и обязательно фиксирую лаком. Прядь из жгута я закрепила при помощи невидимки. Также я оставила прядки у лица. Беру следующую прядь, скручиваю ее в легкий жгут, формирую текстуру и фиксирую прядь при помощи невидимки. То же самое делаю с левой стороны. Беру прядь волос, делю ее на две части, скручиваю прядь в легкий жгут с одним подхватом. И также ставлю шпильки, стараюсь это делать примерно на одинаковом расстоянии. Прядочки, еще раз напоминаю, должны быть примерно одинаковые, аккуратненькие и ровные. Перехожу к нижней затылочной зоне, делаю хвост, закрепляю его при помощи резинки, на хвост одеваю бублик и креплю его при помощи невидимок. Для удобства работы хвост разделила на две части. Одну часть закрепила при помощи шпильки. С другой частью хвоста начинаю работать. Фиксирую его лаком, сглаживаю прядку. Закрепляю прядку волос при помощи невидимки. Я должна закрыть бублик, поэтому работать начинаю с нижней затылочной зоны и формирую ребрышки. Фиксирую их лаком. Беру соседнюю часть хвоста, делю ее на две части, фиксирую лаком, сглаживаю. То, как вы будете выкладывать прядки, будет зависеть только от вашей фантазии. Я укладываю прядку в правую сторону, немножко ее расширяю, фиксирую при помощи невидимки. И
И далее буду формировать текстуру при помощи пальцев рук и шпилек, а также лака. Беру следующий хвостик, также его фиксирую воском спреем, сглаживаю. Прядочка должна быть гладкой и укладываю ее. Линии должны быть плавными, поэтому здесь вы уже должны смотреть на форму вашей прически. Продолжаю в той же последовательности формировать текстуру. Ставлю шпильки примерно на одинаковом друг от друга расстоянии. Фиксирую каждое ребрышко при помощи лака. Все прядочки должны быть очень четкими. Оставшиеся хвостики по бокам я также укладываю на пучок. Пряди нужно очень тщательно прорабатывать. Не жалеть лака, не жалеть шпилек. Прорабатывать каждую прядочку, тогда у вас получится очень красивая форма и красивый узор. Здесь уже прядку волос я прячу под соседнюю и работаю над текстурой. Ребрышки старайтесь сделать не очень мелкими, тогда у вас получится красивый узор. На шее я тоже оставила прядки, из которых потом я буду формировать локоны. Они очень красиво дополняют прическу. И вот последнюю прядку с правой стороны я закрепила на бублике, поставила шпильки, зафиксировала лаком. Перехожу к верхней части пучка. Оставшийся хвостик нам нужно красиво уложить и вписать в наш узор. Линии должны перетекать плавно одна в другую. Такая прическа может получиться не сразу, но не переживайте. Самое главное – это упорство и желание творить. И я уверена, что у вас обязательно все получится. Беру с левой стороны крайнюю прядочку и закрепляю ее на нижней части затылка, на бублик. Формирую текстуру, ставлю шпильки, фиксирую лаком. Укладываю еще один хвостик, плавно вписываю его в наш узор. В процессе работы смотрите на свою прическу со всех сторон, чтобы вам понравилась та форма, которую вы создаете. Укладываем еще один хвостик, оставшийся снизу, фиксирую его лаком и формирую текстуру. Креплю при помощи шпильки. Укладываю последнюю прядь, которая осталась на нижнем затылке. Креплю волосы к бублику. Ну и осталось убрать все шпильки. Как вы заметили, нам потребовалось очень много шпилек для создания такой прически. Оставшиеся прядки у лица и на нижнем затылке накручиваю на плойку. Эти прядки придают прическе легкость и романтизм. Хочется дополнить эту прическу каким-то нежным украшением. Самое главное не переборщить, потому что сама по себе она очень нарядная. И вот такая красота у меня получилась. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно было для тебя полезным. Ставь лайк, делись этим видео со своими близкими и пиши в комментариях, что ты думаешь об этой прическе. Спасибо за просмотр. Пока-пока!
Пока!